Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист. И сегодня у нас на обзоре вот этот вот очень симпатичный Ibanez SR5 FMDX. Первое, что бросается в глаза, конечно, это дизайн этого инструмента. И он такой весь из себя пестрый, выглядит дорого-богато, симпатично. Здесь у нас топ из огненного клена, вот это вот зеленое, окантовки из бубинги. Сзади, обратите внимание, то же самое. Ну и пока у нас инструмент перевернут, смотрим, что гриф у нас на 4 болта крепится. Отсек для батареечки также присутствует. Вот, что касается самого грифа, он сделан из панга-панга. Ну, еще раз переверну. Обратите внимание, у нас 5 кусков. Вот такой темный прикольный материал. Это панга-панга и фиолетовое дерево прослойки. Так и называется, как мне сказали, я впервые слышу. Накладка у нас из клена. Ну и дальше смотрим на всю эту красоту. Здесь такие золотые, немного в цыганском стиле, колки с бриджем. Ну, лично мне не нравится такая фурнитура. Я предпочитаю либо черную, либо, хромированную. По мне, это как бы немного пестровато смотрится. Черная, как мне кажется, здесь бы смотрелось гораздо более органично. И бас приобрел бы тогда, некий такой еще более благородный вид. Теперь поговорим про электронику. Что касается звукоснимателей, здесь установлены вот такие вот хамбы, которые называются Nordstrand, компания Nordstrand, модель Big Break. И вот если внимательно посмотреть на вот эти сердечники, которые торчат, здесь у нас катушки не совсем параллельно друг другу, а как бы одна под другой. Насколько я читал, я небольшой спец в электронике, но насколько я вот читал про такую модель звукоснимателей, это делается для того, чтобы сохранить сингловый характер звучания, но при этом избавиться от фона. То есть это как бы, это у них называется stackable coil, то есть катушки друг под другом. Вот, также здесь у нас ибанезовский активный преамп, трехполосный эквалайзер, переключатель актив-пассив, общая ручка громкости, у нас баланс датчиков, также у нас в пассивном режиме работает ручка тона. Что касается трехполосного эквалайзера, здесь все стандартно, это низ, середина и верх. И у нас есть еще один рычажок, трехпозиционный переключатель средних частот. То есть различные частоты мы можем выбрать для того, чтобы либо усилить, либо вырезать какую-то из нужных нам частот. Ну и давайте протестируем вот этот вот трехпозиционный переключатель середины. Сейчас у нас режим активный, и у нас эквалайзер пока практически в нуле. Давайте усилим середину. Звук изменился, очевидно. И у нас в крайнем правом положении стоит этот переключатель. Давайте его переключим на середину. И
переключим теперь в крайнее левое положение. Ну и давайте еще раз эту процедуру проделаем. Крайнее правое. Как вы слышите, здесь у нас достаточно сильно меняется звук, и по моему... Я не прочитал, какие конкретно частоты там, собственно, заведены в этот переключатель, но по моему личному опыту и впечатлению на слух, крайнее правое положение — это верхняя середина, это, наверное, где-то 1,5 килогерца, может быть, где-то вот там. Среднее положение — это где-то, наверное, может быть, 700 герц плюс-минус. И крайне левое положение — это уже низкая середина, это может быть 250, 300, максимум 400 герц. Ну и теперь расскажу о своем впечатлении о звуке. Меня лично очень зацепил в первую очередь нековый саунд. Нековый такой пресиженовый, в стиле пресижена звук. На мой взгляд, он прям очень похож на такой классный, сочный пресижен. И если бы я этот бас, например, себе покупал, я бы, скорее всего, использовал в большей части именно вот этот звук. Оба датчика вместе тоже неплохо звучат. Бриджевые отдельно, меня не сильно зацепил, так скажу. В целом, очень удобный гриф, приятный инструмент. Видно, что это, такой уже выше среднего уровень, скажем, близкий к премиуму. Не премиум, конечно, но такой сегмент достаточно дорогих инструментов. Он клево выглядит, за исключением, лично на мой вкус, как я сказал, золотой фурнитуры. На нем приятно играть, он хорошо звучит. В общем, действительно такой разнообразно звучащий универсальный инструмент с хорошим эквалайзером, выбором средних частот. В общем, что здесь может не нравиться, напишите вы в комментариях. Приятным бонусом этого инструмента является его комплектация, которая подчеркивает его близость, скажем, к верхнему такому более премиум классу. В первую очередь это, конечно же, чехол, который идет в комплекте, и вот этот вот очень классный мультитул. Вот такая вот штука. Здесь у нас есть отверточки, здесь у нас есть различные шестигранники, линеечка. И еще разные шестигранники, анкерный ключ, маленькие отверточки часовые, маленькие шестигранники. То есть куча всего. Очень классный мультитул. Я, честно говоря, вот даже захотел себе подобный купить. Надо поискать. Надеюсь, что он продается отдельно где-то.
На этом, друзья, все. Ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений. И до скорых встреч. Увидимся. О, как я, да? Про чехол забыли. Да. Там чехол есть, Да. И еще этот. Все, это тоже готово. Бодро идем вообще.